сделали? Мы взяли одеялко, на него мы положили несколько слоев бумаги для ксерокса, так, чтобы у нас больше пространства было защищено. Затем мы стелим тряпочку. Давайте, сейчас мы тряпочку прогладим. Нам надо, чтобы эта тряпочка была гладкая, без всяких складочек. Теперь мы наносим клей на нашу тряпочку. И наоборот, погуще, смажь погуще ее, чтобы у нас не было ни одного пустого места. Ткань смачиваем. Это мы грунтуем наш холст, нашу поверхность холста. В качестве холста у нас сейчас выступает бязь. Белая хлопчатобумажная бязь. Бязь — это вид ткани, так скажем, ее название. Вот. Теперь мы аккуратненько кладем наше изображение на ткань. Аккуратненько мы его прижимаем. И все. Больше мы с ним делать ничего пока не будем. Наша бумажечка должна полностью вся пропитаться влагой на ткани. И рисунок должен проявиться. Как вот здесь. Видите, он начинает проявляться, рисунок. Точно так же он должен проявиться у нас везде. Будем его хорошенько прижимать. Калечку. Аккуратненько оглаживаем пока рукой до хорошего просвечивания. Хорошенько все высушиваем. Давай, я буду поддерживать. Ну, получше, да, по-моему? По-моему, в этот раз у нас получилось получше. Не так быстро ставить утюг. Надо дать пропитаться клею, чтобы рисунок хорошенько вошел в клей. И только потом досушить утюгом. Какой вывод мы делаем? Не надо торопиться. Нужно дать возможность краске перейти в клей. У нас не должно быть складок. У нас опять маленько получше сделать. Чтобы нам не задевать за этот рисунок. Мы сделаем маленько повыше. И все это отодвинем так. Аккуратненько мы прикладываем рисунок на нашу ткань. Хорошенько его приглаживаем. Так, сейчас нам нужно время. Идет краска в ткань. Поэтому мы не будем торопиться с утюгом. Краска с нашей распечатки должна перейти в клеевое покрытие. Итак, клей работает у нас в качестве резерва такого, который стабилизирует состояние краски и не дает краске растекаться. Так, итак, мы досушили картинку и снимаем ее с нашей основы. Да, это самый лучший вариант, который у нас получился. Можем даже сравнить, да, что вот. Все, замечательно получилось. Теперь осталось закрепить ее соленым раствором и отстирать. И потом еще раз. В общем, сначала, что значит зафиксировать соленым раствором? То есть ты брызгаешь соленым раствором на эту ткань, крутой солью. Крутой раствор делаешь. Крутой. Сколько солью? Где-то столовую ложку на стакан сделаешь, смочишь вот так же, как мы делали кисточкой, там, или просто смочишь этот кусочек. Вот, и дашь ему высохнуть. Либо проутюжишь утюжком. Вот. А потом можно будет стирать. Подстираешь этот кусочек ткани. Все понятно, да? Теперь можно вещичку брать, отделять ее от всего. Так. Сейчас мы утюжим нашу картинку еще раз. Я боюсь не кидать. Лена Александровна. Утюжим нашу картиночку еще раз. Отрывай. Момент истины настал. Чуть-чуть это поровнять. Кул. Повыше. Вот. Хорошая работа, Олег. Так. Вау. Ну Супер. Теперь тебе осталось Суп. это все. Смотри, как Это клево. все с соленой водичкой. Соленой водичкой, поняли. И потом высушить утюгом. Можно уже В общем, постирать. соленой водой Хочешь. замачиваешь, высушиваешь утюгом. И потом уже можно будет стирать.
А такие Понятно? за 500 рублей купишь на Ну вот, Алиэкспрессе. видишь. А мы здесь. На Такая футболку. картинка. Да, вот такую картинку, вот такую девочку мы ей на эту самую футболку будем переводить. Да. Так, что мы делаем? Мы берем и примерно определяем сначала, где будет картинка. Давай тебя сюда, давай, сюда. Сейчас Так, половину. вниз, под маечку мы тоже кладем кальку. Почему? Потому что вот эта бумага у нас все равно размокнет, а калька не дает промокать бумагу. Да? Да, она, А после этого можно ее стирать? конечно, ее даже надо будет постирать. Она не растает. Итак, сначала мы приготовили место. Мы открываем Взламываем. клей. Мы определяем, какой размер нам нужен. То есть вот мы кладем рисуночек и смотрим, сколько нам надо. То есть вот примерно вот так мы должны намазать клеем. Вот. Так, значит, мы определяем. Вот такой участок мы будем смазывать клеем. Бедненькая. Мы Ты сегодня распечатай делаем. фотографию Мы свою. сегодня делаем. Так, теперь самый торжественный момент. Та-да-да-да. Вы должны очень-очень ровно, очень-очень аккуратно положить сюда наше изображение. Так, вот так ровно. Мгм. Мы очень-очень ровно и очень-очень аккуратно. Мы смотрим, чтобы она и по центру вот так была. И вот так вот мы аккуратненько приглаживаем наше изображение к нашей маечке. А краю же. Да. Вот. А чтобы у нас еще лучше она приглаживалась, мы ее накрываем калечкой. И уже тут вот хорошенько мы ее приглаживаем. И Сколько даем, палочек нужно? даем этому нашему произведению рук человеческих подсохнуть. Сколько? На минут 20 или 30 точно. Потом ее досушим утюгом. Вот сейчас мы должны обязательно вот так прижимать. Мы должны сейчас увидеть, как изображение пропечатается на эту сторону, потому что Если он оно должно, гулять. нет, оно должно хорошенько промокнуть клеем. Вот мы сейчас прижимаем не только для того, Нет. чтобы пузыри выгнать оттуда, Но но и чтобы клей, чтобы клей впитался в бумагу в нашу. Видите, начинает И будет пропитываться, да? рисунок? Да. А можно я белую кофту тоже завтра или Тебе после? нужно изображение сначала. Какое изображение? А как сделать? Его печатают на принтере, но на цветном, не на стройном, а на А вы цветном. можете такую же можно? Любую, совершенно. Любую картинку можно так сделать. Главное, чтобы она вот так была. Главное, чтобы она была напечатана на принтере, который красителем печатает. Не стройный, А если не красиво? не лазерный. Он не получится, если не краситель. Рисунок у нас уже пропечатался. Смотрите. Покажите. Рисунок пропечатался, он влажненький. И он хорошо пропечатался на эту сторону. Промокло. А почему Всё это? изображение промокло насквозь. Это очень хорошо. Теперь нужно дождаться, когда немножечко подсохнет. Так, досушиваем нашу картинку утюгом. Вот то, что у нас получилось. Мочим все это соленой водичкой, проутюжим. Побрызгали изображение каким-то соленым раствором и проутюжили утюгом для закрепления. Вот это. Вот мы ее еще раз проутюжим утюжком, подсушим. Так, все, мы досушили картинку утюгом. Маечка с изображением. Так, гелевой ручкой мы усиливаем рисунок. Используем черную гелевую ручку. Усилили наше изображение гелевой ручкой. Теперь нам нужно обработать рисунок соленым раствором
и проутюжить. Так, насыпаем немножко соли. Так, добавляем воды. Маленечко воды. Нам нужен очень крутой раствор соли. Все это хорошенько. А зачем соль? Хорошенько размешиваем. Соль является закрепителем. То есть, чтобы ручку закрепить, ее нужно обязательно обработать соленым раствором. Крутой раствор соли можно будет сохранить. Сейчас мы закрепим его. Классно. Так, значит, обрабатываем солью. Видишь, они начинают размываться, видишь, расплываться потихонечку. Вот. Уже навеки вечные все. Навеки вечные тебе. На ее футболку. Всё. Надо досушить. Дело в том, что нам нужно обязательно просушить этот рисунок. Если мы его не просушим, то он смоется. Нам надо обязательно его закрепить именно до сухого состояния. Это очень важно. Нет, он, конечно, не смоется, он не смоется. Но больше мы потеряем цвета, если мы его не досушим. Ваня, надо? Спасибо. Вася, мы перемешаем. Ну я смогу ее сегодня забрать? Конечно, сейчас сюда. Не до автобуса, главное. Так, сюда. Маечку пристегнули и повесили на батарею.